31 января, последняя суббота января. Это Руслан Левиев. Всем привет. Начинаем очередную сводку. Российская армия заявила о захвате села Белая Береза, которое находится по соседству от недавно захваченной Комаровки. А также украинский мониторинговый проект Deep State отмечает расширение зоны российского контроля в районе села Гробовское. Все перечисленное находится в Сумской области. И вот как бы странно это ни прозвучало, но я считаю, что это хорошие новости для украинской стороны. Чем больше сил и средств тратит российская группировка войск с севера, но ни на чего не значащие, ни на что не влияющие микроплацдармы вдоль границы, тем меньше у нее сил на действительно важное направление, такое как Купинское. Словом, два других, более крупных плацдарма этой группировки тоже толком именно военные угрозы не создают. Я говорю про Сумской плацдарм, там нет угроз оригинальной столицы, а также про Волчанский плацдарм в Харьковской области. Про Волчанский плацдарм иногда другие исследователи заикаются про то, что там цель гораздо шире. Российские войска хотят пойти на Белый колодец и Великий Бурлук. Но я это слышал еще полгода назад. И за прошедшие 6 месяцев линия фронта на этом участке не то чтобы сильно изменилась. Задача Сумского и Волчанского плацдармов, на мой взгляд, исключительно политическая. В случае заключения соглашений о замораживании войны они дают Кремлю возможность продемонстрировать компромисс, покинув эти территории. Купинское направление в очередной раз поражает нас отрывом от реальности российского командования. Вот теперь начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил о захвате поселка Купинск-Узловой, который находится заметно южнее города Купинска. И вот если посмотреть на плацдарм ВСУ на левом берегу реки Оскол, то можно увидеть, что Купинск-Узловой находится в самом тыльном тылу украинских сил на этом берегу. Российские войска даже близко не подошли пока к этому поселку. Поэтому такие заявления фактически поднимают насмех даже Z-каналы, цитируя при этом видео, где украинские военные без экипировки, без защиты, без шлема, абсолютно спокойно, открыто прогуливаются по центральным улицам Купинск-Узлового. При этом на фоне абсолютная тишина. Не слышно каких-либо залпов артиллерии, звуков автоматных очередей или взрывов. То есть, действительно, это вот прям такой тыльный тыл. Есть сложности для украинской стороны в районе Купинск-Узлового, но нет какой-то неминуемой опасности. Сложность заключается в том, что снабжение для военнослужащих ВСУ нужно переправлять через реку Оскол, а российская сторона старается держать под огневым контролем все переправы. На Славянско-Краматорском направлении, а я думаю, нам пора уже привыкать к этому названию, есть продвижение российских сил. Произошли они в районе населенных пунктов Поздняковка, Никифоровка и Приволье. Также было захвачено село Орехово-Васильевка. Есть связана с этим селом публикация, демонстрирующая проблему ложных докладов и в украинской армии тоже. 30-я механизированная бригада ВСУ, воюющая на этом направлении, опубликовала в понедельник сообщение на своей страничке в Фейсбуке. И в нем говорилось, что сообщения отдельных СМИ и блогеров о захвате этого села являются недостоверными. И они призывали журналистов пользоваться только официальными источниками. И уже меньше, чем через сутки, Deep State признал, что Орехово-Васильевка потеряна. И это еще и при том, что Deep State, как правило, запаздывает с отображением российских продвижений. С другой стороны, признаю, что авторы публикации 30-й бригады подстелили себе соломку. Они не писали, что село под полным контролем украинской армии. Нет, в тексте говорилось, что ситуация сложная, но украинские военные все еще присутствуют в районе села. Тем не менее, прямо уж такой недостоверности в сообщениях прессы, которые они комментировали, тоже не было. Издание «Украинская правда» цитирует украинских военных, присутствующих на Мирноградском направлении, которые сообщают, что российские военные развернули в городе уже артиллерию. И для нас такие сообщения дают основание предполагать, что город находится под полным контролем российской армии. Артиллерия все же обычно находится в ближнем тылу. Хотя, опять же, артиллерия – понятие большое. Кто-то, услышав такое, представит себе вплоть до гаубиц МСТ-Б, а по факту могут иметься в виду минометные позиции, причем с какой-нибудь мелкашкой, типа 82-го калибра. Исследователь Плейфрам также еще в прошлое воскресенье отметил, что операция по обороне города подходит к концу. Украинский гарнизон практически полностью выведен из него. На Покровском направлении российская армия усилит свое давление на трассы снабжения. Я вот специально не использую фразу «огневой контроль», потому что эпизодически наносить удары по технике на трассе – это еще не то же самое, что взять под огневой контроль. Потому что ключевое слово здесь – контроль, означающее, что по дороге практически невозможно проехать. А пока же речь об отдельных ударах по трассе. И во многом российской армии тут помогают Starlink. Не в смысле, что сама компания SpaceX помогает, а в том плане, что российская сторона
последний месяц, видимо, нормально так закупилась этими терминалами в каком-нибудь Дубайске. И вот постоянно теперь появляются сообщения про российские беспилотники со Старлинками. Старлинки невозможно заглушить. Они обеспечивают стабильный канал связи, и тем самым оператор беспилотника может прямо в прямом эфире лететь и наводиться на цель на трассе. Такие беспилотники сейчас летят на расстоянии до 50 километров от линии фронта. Другое дело, что на таком расстоянии невозможно насытить воздушное пространство беспилотниками. Вам для этого нужно на порядок больше и самих дронов, и пилотов. Да есть у меня сомнения по поводу масштаба закупок Старлинков. Одно дело, когда ты официально можешь закупать партии тысячами штук с ближайшего склада. И совершенно другое – вести в стиле форцовщиков, еще с 10 пересадками. Как раз давайте перейдем к теме воздушных ударов, обстрелов дальнобойных беспилотников. В день выхода моей прошлой сводки, то есть прошлую субботу, Z-канал «Изнанка» опубликовал видео удара шахедами по украинским вертолетам на аэродроме в Кировоградской области. При ударе был поврежден транспортный вертолет Ми-8, а также уничтожен ударный вертолет Ми-24. Сергей Бескрестов, многим известный как Флэш, который теперь к тому же является советником министра обороны Украины, считает, что эти шахеды также были оборудованы Старлинками. Он делает такой вывод, потому что вертолеты находились более чем в 200 километрах от линии фронта. При этом по опубликованному видео понятно, что шахеды управлялись операторами. Но при этом украинские силы не фиксировали присутствие в воздухе российских беспилотников-ретрансляторов. Ретрансляторы нужны для перебрасывания канала связи на большие расстояния. А поскольку их не было, то, видимо, шахеды управлялись через Старлинки. Другой новоиспеченный советник министра обороны Украины, другой Сергей, а именно Сергей Стерненко, обратил внимание на пост Михаила Федорова, в котором тот поблагодарил Илона Маска за быстрый ответ на запрос о необходимости решения проблемы с российскими Старлинками. Для тех, кого только вчера подключили к интернету, напомню, что Михаил Федоров – это новый министр обороны Украины. Как эту проблему решать со Старлинками, пока непонятно. Как и с американскими чипами для микроэлектроники, не получится просто запретить продажу терминалов российским юрлицам и российским гражданам. Все равно это и так покупается через 10 посредников. Подавать в SpaceX середники украинских Старлинков, а все остальные на территории Украины просто отключать, тоже не получится. Потому что нет централизованных закупок Старлинков для ВСУ и украинского государства в целом. Очень много партий закупают отдельные волонтеры, причем тоже в других странах. Казалось бы, вы скажете, что надо выявлять те терминалы, которые активируются на территории подконтрольной российской армии. Но тут тоже не все так просто. В серой зоне, то есть на линии соприкосновения, работу Старлинков отключать нельзя, ведь тогда без связи останутся и ВСУ. А российская армия порой размещает операторов беспилотников даже на передовой. Плюс, в крайнем случае, российские инженеры могут сделать дополнительный контроллер, который будет подавать питание на терминал Старлинка только когда беспилотник взлетит уже на территорию подконтрольного ВСУ. А до этого момента управлять беспилотником по обычному радиоканалу или через мобильную связь. Это сложно, но реализуемо. Так что, несмотря на то, что уже и сам Илон Маск отреагировал на твит Михаила Федорова, не стоит думать о существовании некого волшебного рубильника, который разом отрубит все российские Старлинки. Сейчас же, судя по сообщениям мониторинговых каналов, российские беспилотники БМ-35, оборудованные Старлинками, долетают аж до Львова. Во вторник, 27 января, Россия нанесла удар беспилотниками по пассажирскому поезду в Харьковской области. В результате атаки погибло 6 человек. По словам очевидцев, которых цитирует украинское издание «Громадский», в поезде ехали также и военные. Военнослужащие являются легитимной военной целью. Однако международное гуманитарное право требует учитывать принцип соразмерности. Даже при наличии легитимной цели атака запрещена, если ожидаемый сопутствующий ущерб гражданскому населению является чрезмерным по отношению к предполагаемому военному преимуществу. В этом случае именно гибель гражданских делает действия России военным преступлением. Что касается украинской стороны, международные конвенции обязывают сторонам конфликта по возможности отделять военных от гражданских и принимать все разумные меры для защиты гражданского населения. Однако, если в конкретных условиях войны такие меры объективно невозможны, например, отсутствуют отдельные военные эшелоны или иные безопасные способы транспортировки, вот тогда совместное перемещение военных и гражданских само по себе не является нарушением международного гуманитарного права и не квалифицируется как какое-то нарушение. Ответственность в таком случае лежит на стороне, наносящей удар. Она обязана либо воздержаться от атаки, либо выбрать средства и способы, минимизирующие ущерб гражданским. Главная тема последних дней – это энергетическое перемирие,
Началось все с сообщений в Z-каналах, которые в четверг написали, что на встречах в Абу-Даби достигнуто некое соглашение о временном моратории на удары по объектам энергетики. Затем сам Трамп заявил, что он попросил Путина не бить по Киеву и украинским городам в течение недели ввиду предстоящих морозов. И якобы Путин согласился. Поскольку не было какого-то протокола или подписанного соглашения, а источники ой какие ненадежные, и учитывая, что Трамп любит на следующий день забывать сказанное, отказываться от своих слов, а Путин тоже говорит обтекаемыми формулировками, которые могут означать что угодно. Короче, это целый ребус, который в том числе и украинская сторона пыталась разгадать. Когда начинается этот мораторий, до какого числа он действует, включает ли он только удары по энергетике или в целом по городам тоже. Сейчас уже есть комментарий пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, что Россия согласилась не наносить удары по Киеву до 1 февраля, то есть до завтрашнего дня. Владимир Зеленский сказал, что начиная с ночи на пятницу действительно не было ударов по объектам энергетики, и что Россия переориентировалась на удары по логистике. Подобные шаги от Путина являются не более чем уступкой Трампу. Тем более, что начиная с понедельника в Киеве будут еще более сильные морозы, чем сейчас. Идя на такие уступки Трампу, Путин как бы показывает, что, смотрите, мы от своих требований в рамках переговоров о замораживании войны не отказываемся. Но зато мы вот по вашей просьбе временно сократили количество ударов. Это такая ручка регулировки давления, когда пауза в обстрелах представляется как жесты доброй воли, а интенсификация как наказание за действия Европы и США. Две воюющие стороны обменялись потерями самолетов. Но есть нюанс. Россия потеряла бомбардировщик Су-34 вместе с экипажем. Российские каналы пишут, что он разбился из-за технических проблем в Курской области. Есть даже что-то типа некролога на погибших летчиков, опубликованном российским зоотблогером Кириллом Федоровым. В этом сообщении нет имен, но есть памятные фотографии в рамках с черными ленточками. В украинских телеграм-каналах были также сообщения о сбитии российского истребителя Су-30 где-то в районе Одессы или острова Змеиный. Но каких-либо подтверждений этому не нашлось. Минобороны России заявила о нанесении удара по украинскому самолету F-16 и даже опубликовала кадры поражения. Но вот ровно по этим кадрам все опознали, что это был не настоящий самолет, а его макет, обманка. Особенно хорошо это заметно по угловатой форме воздухозаборника. Следующая моя сводка будет уже в феврале, так что к моменту ее записи уже появятся данные аналитических проектов, изучающих темпы продвижения по линии фронта. И я уверен, что январь станет антирекордом для России по продвижению. Линия фронта практически не менялась в течение всего месяца. Была такая продолжительная пауза, связанная, скорее всего, с тяжелыми погодными условиями. Возможно, также повлиял и темп набора людей в армию. В январе он традиционно небольшой, а связано это с длительными новогодними каникулами. А вот в наступающем месяце я ожидаю, наоборот, ужесточения боев, ускорения темпов продвижения, особенно ближе к концу февраля, когда можно ждать потепления. Еще многие сейчас цитируют исследования Центра стратегических международных исследований, базирующегося в Вашингтоне. Они посчитали, что потери России составляют около 1 миллиона 200 тысяч человек. Это и раненые, и убитые вместе. А потери Украины около 600 тысяч человек. И вот тут проблема в этом сложении убитых с ранеными. Я уже во многих комментариях и в интервью говорил, что это не число раненых, а число случаев ранения. При этом один и тот же солдат может 10 раз попасть в статистику, каждый раз с новым своим ранением, и при этом все равно вернуться на фронт. Поэтому сложение этих чисел, из чего потом получается 1 200 000, не совсем корректное. Дважды убитым быть нельзя. Ну, по крайней мере, если вы не Иисус Христос. А вот 10 раз раненым легко. И поэтому наша команда уже давным-давно отказалась от практики публичного подсчета ранений. Донести до аудитории, что Россия не потеряла около 1 миллиона человек ранеными, очень сложно. А вот что касается убитых, то только по верифицированным некрологам и именам известно уже про 168 тысяч погибших российских военных. Отталкиваясь от этой цифры, мы оценим количество погибших российских солдат в более чем 340 тысяч человек. Это без учета раненых и покалеченных, но с учетом пропавших без вести. Это вам не 1 200 000, но тоже очень страшная цифра. Вот я значительную часть своей жизни прожил в Сургуте, где население на тот момент составляло как раз около 330 тысяч человек, включая женщин, детей, стариков. Так что это как если бы весь Сургут был убит. А сколько еще таких Сургутов впереди? Такие вот новости у нас были на этой неделе. Увидимся с вами в феврале. Пока.